Привет, друзья! Многие зрители моего канала любят смотреть про реставрацию приборов. Сегодня мы будем ремонтировать радиометр попутного поиска «Спутник-1». Этот прибор достаточно хорошо известен многим, но в мои руки он попал впервые. Никакого комплекта у моего спутника нет, да и выглядит он неважно. Впрочем, прибор был куплен за очень небольшие деньги, так что подираться тут не к чему. Радиометры «Спутник-1» появились в конце 50-х годов и производились порядка 10 лет. Это как раз было время активного развития атомной энергетики и ядерного вооружения. Промышленность нуждалась в радиоактивных материалах. Радиометры были предназначены для поиска попутных урановых компонентов в промышленных рудах. Поэтому они в обязательном порядке обладали возможностью детектирования бета-излучения, а также имели высокую чувствительность. Например, датчик «Спутника-1» состоял из 5 чувствительных счетчиков СТС-5, что позволяло обнаруживать даже слаборадиоактивные источники. И вот такой радиометр теперь есть у меня. Он изготовлен в 1968 году. Это уже поздняя модификация прибора. Например, здесь используется более современный транзистор P13A вместо устаревшего триода P3A. Но, как видите, у этого спутника есть недостатки. Самое неприятное – отсутствует микроамперметр. Нет защитной пленки у датчика. На корпусе есть повреждения краски. Но есть и хорошие новости. Предыдущий владелец спутника этот прибор проверял и заверил, что он в целом работает, то есть запускается и реагирует на источник излучения щелчками. Давайте сразу это проверим. Спутник-1 питается от 2 либо 4 1,5-вольтовых батареек КБ-1 или аналогичных. Чтобы попасть внутрь корпуса, нужно открыть два подпружиненных замка. Батарейный отсек закрыт крышкой на защелках. Можно установить как 2, так и 4 элемента питания, согласно маркировке. Шасси спутника откидное и удерживается одним винтом. Здесь размещена схема блокинг-генератора, который создает необходимое напряжение, и интегрирующий контур для подсчета мощности дозы. Внутри мы видим еще одну проблему. Оба селеновых выпрямителя вышли из строя. Очень хорошо видна ржавчина на пружинах. Тут уже кто-то ремонтировал радиометр, заменив селеновый выпрямитель на диоды. Причем один диод припаян последовательно селеновому столбику, а второй параллельно. Прежде чем включать прибор, давайте вкратце рассмотрим лицевую панель радиометра. В центре должна находиться измерительная головка, которой у меня нет. Также здесь мы видим логотип завода-изготовителя. Это Киевский завод радиоприбор. Под эмблемой завода указан серийный номер радиометра и год его выпуска. Ниже находится гнездо корректор нулевого положения стрелки микроамперметра. Слева вверху переключатель режимов работы. Левое положение выключено, средний режим для настройки напряжения питания и правое измерение для работы с радиометром. Справа такой же переключатель, с помощью которого устанавливаются рабочие поддиапазоны. Здесь их два: умножить на 10 и умножить на 100. Соответственно, на первом поддиапазоне показания измерительного прибора умножаются на 10, на втором на 100. Среднее положение переключателя используется для сброса показаний, а также для поиска по звуку, так как в нем щелчки максимально громкие. Но измерительная головка при этом не работает. Под винтовыми заглушками 1 и 2 находятся регуляторы для калибровки поддиапазонов. Снизу слева размещен звуковой излучатель, который воспроизводит щелчки. Он имеет особую купольную форму для усиления звука. В резьбовое отверстие ввинчивается слуховая трубка, которая ведет к головному телефону. И передача звука здесь идет не электрическим методом, а механическим, по воздуху.
Справа находится ручка регулятора напряжения питания, то есть ручка установки режима. Прежде чем включать прибор после установки новых батареек, нужно повернуть ее в крайнее левое положение. Теперь включаем спутник. В положении режим мы все равно ничего не увидим, поэтому я сразу перейду в измерение. И буду поворачивать ручку регулятора, пока мы не услышим щелчки. Попутно слышно нарастание характерного свиста блокинг-генератора. Вот появились щелчки. Это радиометр реагирует на окружающий фон. Поднесу к датчику урановое стекло, и мы слышим, что щелчки участились. Это говорит о том, что чисто теоретически спутник работает правильно. Предыдущий владелец прибора заверил меня, что по крайней мере пара из 5 счетчиков с TS5 тут живы. Давайте это проверим с помощью DP5. Итак, я проверил все счетчики, оказалось, что все пятеро полностью исправны. Учитывая, что сейчас STS5 стоит около 1000 рублей за штуку, тут у меня целое богатство. Это были хорошие новости, и теперь можно со спокойной душой браться за ремонт и восстановление прибора. Я пока с ним ничего не делал, только помыл и тщательно почистил снаружи и внутри. Начнем, конечно же, с микроамперметра. Здесь используется измерительная головка М130 на 10 микроампер. Точно такой же микроамперметр применяется в индикаторах DP63 и DP63A. Однако в продаже эти головки практически не найти. Мне каким-то чудом удалось купить целых 3 микроамперметра М130, да еще и по смешной цене. Так что небольшой запас у меня имеется. М130 имеет цельный корпус, однако лицевая часть корпуса в приборах не используется. Как видите, у этих микроамперметров установлена шкала для DP63, поэтому потребуется сделать другую шкалу. Чтобы разобрать микроамперметр, необходимо открутить две гайки и еще один винтик, спрятанный под мастикой. И вот у нас нужная часть. Нужно снять шкалу DP63 и сделать шкалу спутника. Я нарисовал саму шкалу в Photoshop и напечатал ее на бумаге. Этот процесс довольно муторный, все время приходится что-то подгонять. Подложка шкалы имеет толщину 1,5 мм. Ее можно сделать из подручных материалов или вырезать из картона. Но поскольку у меня есть 3D принтер, то я напечатал нужную деталь в готовом виде. Конечно, получилось не все сразу, но в итоге у меня есть подложка правильной формы. Осталось только приклеить бумажную шкалу, и все будет готово. Итак, я прикрутил новую шкалу, и микроамперметр готов к установке. Прикручу его я с помощью двух шпилек М4. Головка устанавливается очень плотно, никаких люфтов нет.
И также я заменю старую крышку корректора на новую от микроамперметра. Результатом я очень доволен. Если не знать, что это не оригинальная головка, то найти отличия очень сложно. Давайте теперь включим спутник и проверим, как он работает. Настраиваем режим питания путем установки стрелки в отмеченное положение. Можно переходить к измерениям. Как видите, прибор сейчас показывает обычный фон, примерно 15 микрорентген в час. Давайте я поднесу к нему небольшой источник. И вот мы сразу же наблюдаем отклонение стрелки. Если переключиться в положение сброс, то показания микроамперметра обнулятся, а щелчки станут более громкими. Давайте также проверим и поддиапазон умножить на 100. В нем звук становится очень тихим, и его без головного телефона уже сложно услышать. Следующим шагом необходимо восстановить пленку на датчике. Давайте его сначала разберу. Здесь у нас гетинаксовая плата, на которой установлено 5 счетчиков. И также смонтирована схема нормализатора импульсов на базе двух тиратронов TH4B. Точно такая же, как в DP5 и далее. Интересно, что у каждого счетчика есть своя обвязка в виде конденсатора и резистора. Это сделано для того, чтобы при срабатывании одного счетчика другие счетчики также могли работать, не дожидаясь окончания его мертвого времени. Кстати, плата из-за отсутствия пленки была ужасно грязная. Мне пришлось ее отмывать в ультразвуковой ванне. К счастью, ничего не пострадало. Счетчики STS5 здесь разные. Часть из них выпущена на московском электроламповом заводе МЭЛС. Один из счетчиков имеет очень редкую маркировку. Надпись «Сделано в СССР». Здесь осталась часть пленки, нужно ее удалить. И также надо постараться убрать старый клей. Ну вот, целлулоидную пленку сейчас не найти, поэтому у меня есть два варианта. Первый — это наклеить самоклеющуюся пленку ПВХ. И второй — вырезать и приклеить пленку из полиэтиленовой бутылки. Хороший клей для этого у меня есть. Для начала попробую первый вариант, он попроще. Наклею двойной слой. Вот так получилось, держится очень неплохо, я вполне доволен. Оставлю пока эту пленку, но если не понравится, то, видимо, воспользуюсь вторым вариантом. Ну и теперь осталось вернуть в спутник селеновые выпрямители, чтобы все соответствовало оригинальной схеме. Большой выпрямитель имеет маркировку AVS 1.420, то есть он рассчитан на напряжение до 420 вольт и выпрямляемый ток до 1 мА. Маленький выпрямитель AVS 1.30 на 30 вольт и 1 мА. Кстати, AVS значит алюминиевый выпрямитель селеновый. Давайте заменим детали, надеюсь, что все будет работать.
Я заменил оба выпрямителя, проверяем. Ну, вроде все работает как должно. Осталось только подкрасить корпус. В целом состояние краски неплохое. Есть несколько участков с потемневшей краской, но я такое не считаю критичным. Проблемы только в многочисленных сколах. Для ремонта я купил молотковую эмаль и 2 баночки колировочной пасты черного и бирюзового цвета. Подобрать похожий оттенок оказалось несложно, но вот текстура краски все равно отличается от оригинальной. Поэтому перекрашивать корпус полностью я не стану, хотя такой план у меня был. Я просто подкрашу сколы, и этого будет достаточно. Ну вот, как-то так. По-моему, отлично получилось. Вообще, мне очень нравится конструкция этого радиометра. Его корпус очень компактный. Конечно, прибор не предполагалось использовать в боевых условиях, поэтому на прочности сэкономили. Зато он легкий и есть простой доступ внутрь. Не нужно ничего откручивать. Конструкция с раскрывающимся шасси очень удобна. Все детали сразу на виду. И прибор легко диагностировать и чинить. Кстати, хотел вам показать специальную перемычку внутри прибора. С ее помощью активируется 3-й поддиапазон, на котором можно проводить измерения до 3 миллирентген в час. Несмотря на простую конструкцию корпуса, прибор хорошо защищен от попадания воды. Конечно, погружать его в воду нельзя, но дождь ему не повредит. Под каждым регулятором есть резиновая манжета. А половинки корпуса состыковываются так, что вода будет стекать по наружным частям, но не попадет внутрь. При этом радиометр настолько чувствительный, что легко видеть излучение даже от слабо радиоактивного гранита. Помимо реставрации, я откалибровал спутник. Для этого используется источник на основе радия-226. Именно с его помощью калибруется прибор. В качестве источника я взял индикатор DP63A с радиевой светомассой. И в качестве образцового радиометра я использовал Atom Simple. У него стоит аналогичный счетчик SBM20 без энергокомпенсации. Поэтому никакого дополнительного экранирования бета-излучения я не применял. Ну а градуировка довольно простая. Измеряем мощность дозы по эталонному прибору и устанавливаем приблизительную величину на спутнике с помощью регуляторов чувствительности. Получилось довольно хорошо, и я даже перепроверял результаты калибровки с помощью дозиметра на слюдяном счетчике. Это Radioscan 701. Причем как в режиме бета плюс гамма, так и в режиме гамма. И теперь спутник показывает более-менее адекватные цифры. Хочу также показать, как работает 3-й измерительный поддиапазон. Устанавливаем перемычку в нужное положение. И теперь на 2-м поддиапазоне у нас шкала условно увеличивается до 3 миллирентген в час. То есть цифры нужно умножать на 200. Это, еще раз повторюсь, условно, так как для точных показаний используется градуировочный график, которого у меня нет.
И теперь можно измерять более высокие мощности дозы. Например, сейчас по шкале у нас получается порядка 1000 микрорентген в час. Проверяем с помощью другого дозиметра примерно так же. Кстати, у спутника 1 есть еще брат, радиометр разведчик 1. Он очень похож конструктивно, но имеет сменные датчики. В справочнике 1959 года разведчик 1 еще не называется разведчиком, а называется спутником. Но про него я расскажу как-нибудь в другой раз. А на этом все. Еще один прибор я успешно отремонтировал, теперь он в моей коллекции. Всем спасибо. Если видео понравилось, не забудьте поставить лайк и написать комментарий.